Кто кормит, у того и под ногами. Да, мамин сыночек спит так сладко. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Я для себя сделала вывод, что сырники без манки намного вкуснее. Да еще и с сюрпризом, как любит наш сыночек. Делюсь и с вами. Посмотрите, какие красавцы. С чего начнем? С теста. Понадобится творог. У меня здесь 500 граммов вкусного, жирненького творога. Заметила, чем жирнее творог, тем вкуснее сырники. Конечно же, можно перетереть через сито или измельчить блендером. Мы любим, чтобы были такие вот фрагменты. Прям кусочками. Да, тогда вкуснее все-таки. Что сюда нужно? Конечно же, немного соли. Всегда в сладкую выпечку бросаю соль. Примерно пол чайной ложечки. Для баланса. Красавчик, Сережка. Ваниль по вкусу. Я не добавляю в тесто слишком много сахара. Тогда сырники могут поплыть и растаять. 1,5 ложки. А затем уже каждый сам себе в тарелку. Да, Сережка, сколько хочет. Разбиваю 2 яйца. Такие средненькие. И вмешиваю это все дело в творог. Изюм я добавлять не буду, потому что у меня будут сырники с сюрпризом. Сынуля уж очень их любит. Когда яйца вмешались в творог, добавляю муку. 4 столовые ложки, без горки. Снова все перемешиваю. Сначала вилкой, а затем руки смачиваю в муке и собираю все в общий ком. Если у вас сильно влажный творог, можно добавить еще 1 ложечку или половинку. Ориентируйтесь по консистенции теста. Ну, молодец, Сережка, ну ты у меня прям сушеф. Все, тесто готово, даю ему отдохнуть 10-15 минут, чтобы разошлась клейковина. Через 10 минут стол присыпаю мукой. Будут у меня сегодня сырнички в панировке. Наше тесто. Посмотрите, какое оно красивое. Водичка. Руки немножко смачиваю водой. Отщипываю тесто, примерно 1 столовую ложку. А вот такой вот шарик получился. И выкладываю на муку. Сразу смешаю в отдельной мисочке 1-2 столовые ложки сахара и столовую ложку крахмала, кукурузного или картофельного. Перемешаю. Так, и это у меня готово. А сейчас сковородку на огонь. Немного растительного масла, а примерно вот так вот, чтобы немножко покрыло дно. Пусть греется. А я займусь сырниками. Беру часть теста, разминаю в лепешку. Прекрасно разминается, я думаю, вы видите, да? Сюда примерно пол чайной ложечки сахара с крахмалом. И наш сюрприз, можно вишни. Теперь понимаете, друзья, зачем я смешала сахар с крахмалом? Он удержит сок вишни внутри. И закрепляем. По необходимости ручки смачиваю в воде. На первый взгляд будет казаться, что что-то все непослушное, но поверьте, все прекрасно. Вот, сегодня читала и отвечала на комментарии, и одна девчулечка написала, что ну никак не получается у нее готовить. И она забросила это дело. А я хочу сказать, верьте в себя, терпение и труд все перетрут, все приходит с навыком. У меня тоже было все и в муке, и слезы, и сопли, но тем не менее, нужно идти дальше. И не сдаваться, несмотря ни на что. О, посмотрите, какой красавчик получился. Так что, мои хорошие, только вперед. Снова разминаю в лепешку, сахар с крахмалом. И второй сюрприз. Черная смородина в серединку и защипываем краешки. Третий вариант сейчас вам покажу. Разминаю, берем вкусный шоколад, пару кусочков. Ты их пометь как-то, я их буду есть. Может, решетку не делать. А это кому как попадет. Между прочим, Сережка, с вишнями тоже очень-очень вкусно. Творог прекрасно сочетается с ними. Все, хватит, в одну сторону полностью. Нет, нет. О, вот такие красавцы получились. Обязательно проверяю, нагрелось ли масло. О, бульбашки пошли, значит, можно выкладывать сырники. Ой, с какого начать? А с вот этого начну. Немножко подправляю, они прекрасно держат форму. И выкладываю в разогретое масло, друзья. Так, свободненько, чтобы они здесь наслаждались. В свободном плавании. Да. Вот так вот и сюда. Все. Обжариваю на небольшом нагреве. У меня вот такой вот. Примерно 5-6 минут. А я займусь остальными. Ну что ты тут, мой помощник, пора? Пора. Ой, друзья, пора. Пора порадуемся на Опа, свои... красота. Ой, какие они красивые. Вовремя. Сережка, я тебе что сказала? Следи. Бдить. Бдить, а ты что? Бдю. Ух, уже и бдю. Когда перевернула на вторую сторону, накрываю крышкой и довожу до готовности. Можно в духовочке, конечно, вообще шикарно. Но неохота летом в нее включать.
Время от времени рекомендую протирать конденсат. Покажи, какие красивые. Класс. Прямо пушистики. Класс. Еще пару минут. Ну вот и все. Вкусные, пышные сырники готовы. Посмотрите, какие красавчики. Видно? Видно. Выкладываю на тарелочку с голубой каемочкой. И зовем сына. Да, и зовем сынишку. Как же, друзья, приятно, когда вся семья в сборе, все в целости и сохранности. Берегите себя и своих родных, поверьте, семья это важно, да, это важно. А дальше по желанию, кто хочет с медом, кто со сметаной. И кому какой попадет, ведь сырники у нас с сюрпризом. Сейчас покажу, что в серединке. Какой беру? Беру вот этот. На тарелочку. Какой он нежный. Еще ж, конечно же, он... Это с вишней. С вишней, Я ты уже видишь? увидел, да. Ой. Оп, что у нас здесь? Красота? Красотень. А где же с шоколадкой? А где же с шоколадкой? Я же хочу с шоколадкой. Вот с шоколадкой. Да? Ты уверен? А ну? А ну разломай, С покажи. вишней. С вишней. С черной Тоже с смородиной. А ну А этот? ну что? Это точно с шоколадом. Сережка, значит, будет тебе... Да, я возьму с шоколадом, да и все. Вот этот с шоколадом разломай мне. Горячий какой. Конечно. А ну. Да, Ну, посмотрите. так папа знает, что брать. Посмотрите, какая красота. Класс. Класс. Я в рот. Всем приятного аппетита. Мирного неба над головой. Папа обещал не снимать сына. Ну, Все, друзья, я хочу еще и мед. и я, конечно, еще и шоколад и с медом. А есть там еще шоколад? Да, есть. Нет, так Я не щас надо, найду. сына. Я Сына, щас так не найду. да. Мама найдет, даст. Все, спокойно. Вкусные.